уважаемые участники конференции, когда тот, подобный мне, начинает выступление и говорит об этом и часто ездит сюда, в эту страну, после распада Советского Союза, он, естественно, очень много видит, у него накапливаются впечатления, и он понимает, с чего можно начать. И я хотел бы сказать, что в любом месте, где бы этого не было, где бы это ни происходило, естественно, надо начать с обсуждения тех проблем, с тех бед и тех лишений, которые многие из вас переживали. Когда 20 лет назад я приехал в Российскую Федерацию, у меня до сих пор сохранились впечатления о моей первой поездке, и я сейчас и тогда испытываю чувство братства, любви и дружбы. Тогда был большой, огромный идейный вакуум, который образовался в результате распада Советского Союза. И, естественно, это происходило под влиянием десятилетий атеизма, неверия. И, естественно, вот такой вакуум объяснялся многими причинами. И это, конечно, не давало возможности осуществиться многим стремлениям, мечтам и пожеланиям верующие. И, естественно, распространение идей ислама, и в том числе умеренности, аль-васатия, стало важной задачей для этого общества, как и для других стран. И я сейчас нахожусь в состоянии полной уверенности в том, что этот вопрос, конечно, нельзя рассматривать в отрыве от соответствующего контекста, учитывать то, что человек в своей жизни стремится к осуществлению именно этих целей, которые стоят в связи с его пониманием вот именно умеренности как основной черты ислама. Для России, где мусульмане исповедуют свою веру, и это очень важно. В то же самое время эти мусульмане, граждане России, они являются представителем коренного населения этой страны, и они впитали в себя все соответствующие черты граждан этой страны. Они сотрудничают вместе с нами, взаимодействуют вместе с нами, и они интегрированы в российское общество, участвуют во всех областях жизни этого общества. Наши цели, наши задачи понятны, и, естественно, к сожалению, история сопровождалась рядом проблем, в том числе распространением радикальных идей экстремизма, которые распространяли различного рода сомнительные организации и проповедники. Но, естественно, это все противоречит истинному исламу. Этих людей нельзя называть проповедниками, нельзя называть теми, кто зовет мусульман на правильный путь ислама. Наоборот, они искажают суть учения ислама. И, естественно, но, к сожалению, распространение таких идей нашло определенную почву, нашло тех, кто поддался и кто поверил в них и стал на ложный путь. Тем не менее, всем было понятно с самого начала, что эти идеи искажают суть ислама, суть мусульманского учения и веры.
Да, сейчас мы можем утверждать, что действительно это были сложные времена, когда мусульмане сталкивались со многими проблемами. Тем самым нужно было подчеркнуть важность ислама и важность применения норм шариата в российском обществе для того, чтобы исправить существующую ситуацию и разъяснить людям, заблуждающимся, суть ислама, правильную картину показать и делать все для осуществления великих целей, стоящих перед исламом, правильно понимать такие понятия, как джихад, такфир и другие. И отсюда, естественно, проистекал ряд негативных явлений, в том числе преступления, которые были совершены якобы от имени ислама мусульманами. Поэтому я надеюсь, что наша конференция станет еще одним важным шагом на пути исправления заблудших умов тех, кто поддался этим ложным идеям. И я надеюсь, что именно то, что мусульмане должны идти по правильному пути, по пути Аллаха, именно это должно вдохновлять нас и направлять наши наверное, решение для того, чтобы человек правильно понимал, и мусульманин, свое предназначение в этом мире. Россия – это многонациональная, многоконфессиональная страна, где представители разных религий всегда испокон веков жили в мире и в согласии. Я думаю, что в ходе конференции с участием таких больших ученых, которые в таком составе собрались на нашей территории в первый раз, в ходе теологических споров родится документ, который еще раз докажет всему миру, что ислам – это религия добра и мира. Я всем вам еще раз желаю плодотворной работы и спасибо вам всем большое, что вы сегодня здесь собрались. Сердечно приветствую вас от имени многомиллионной мусульманской уммы России, от имени Совета муфтиев России и от себя лично с традиционным мусульманским приветствием «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух». Мира нам, милости Всевышнего и Его благословения. Для меня весьма отрадно, что столь высокое собрание происходит в столице нашей Родины, многонациональной, многоконфессиональной страны, в нашем мегаполисе в Москве. Я искренне рад тому, что мы сегодня собрались здесь и планируем единодушно принять фетвы, которые будут способствовать исправлению и оздоровлению ситуации в умме и послужат основой для мирного сосуществования представителей разных религий, культур и народов во всем мире. Я искренне признателен моему брату в исламе, доктору Аделю Аль-Фаляху, за тот огромный вклад, который он вносит в дело проповеди срединного пути в исламе. Совет муфтиев России был не только инициатором учреждения российского представительства научно-просветительского центра Аль-Васатия, но и взял на себя всю начальную работу по его созданию. Мы сегодня с удовлетворением отмечаем, что наши усилия не прошли даром. И та работа, которую возглавил на этапе становления Российского центра Аль-Васатия мой заместитель доктор Фарид Асадуллин, заложила фундамент для нашего крупного международного богословского форума. На современном этапе свой посильный вклад в качестве руководителя этого центра
вносит и мой советник доктор Али Полосин. Стратегия, которую выбрал Совет муфтиев России, оказалась правильна и доказала свою актуальность. Об этом можно сказать, поскольку вплоть до сегодняшнего дня находятся такие деятели от ислама, которые выступали против создания центра Аль-Васатия в России и выступают ярыми оппонентами реализации этой важной миротворческой инициативы. Надеюсь, что плодотворное сотрудничество Совета муфтиев России с Международным центром Аль-Васатия продолжится и станет еще более плодотворным. Обращаясь к теме конференции, следует сказать, ставший многоликим и разнообразным современный мир нуждается в защите от любых форм радикализма, других видов социального, вооруженного, духовного и любого иного насилия. Поэтому российские мусульмане поддерживают усилия руководства нашего государства, направленные на обеспечение гарантированной безопасности российских граждан, политических и общественных институтов. Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что ислам – это не терроризм. Ислам и насилие не имеют между собой ничего общего. Сейчас, когда в разных, особенно в арабских странах, идет страшная война, вы знаете, это в Сирии, в Ливии, то многие свой лозунг делают в защиту ислама. Но они забывают, что ислам – это религия мира и созидания, а не религия убийства. И поэтому в Священном Коране Всемогущий Создатель с высоты себе небес говорит, что убийство одного невинного человека по пагубности приравнивается к убийству всего человечества. Я вышел потому, чтобы сказать несколько слов именно об этой организации Аль-Васатия, которую создали, которую сделали программу умеренности. Мы это называем традиционным исламом. Несколько лет назад Султан Хаджи повез всех муфтиев Северного Кавказа в Кувейт, и там мы как раз это узнали и об этом говорили. Первые среди арабов, которые создали такую программу, были именно они. И поэтому мы наградили амира Кувейта орденом за заслуги перед уммой первой степени, именно за то, что они впервые сделали вот такую вот программу. Это нужно было, почему? Потому что каждый, кто творил добро, и тот, кто делал зло, ссылаясь на Коран, на сунну пророка, делал свое дело. И каждый считал, что он прав. И вот то, что создали вот такую программу, это очень нужно было, давно нужно было. И вот эта конференция, это благодаря фонду Ахмад Хаджи Кадырова состояла здесь. И я надеюсь, что плоды от этого уже будут для нас, для всех позитивными. То, что касается нас всех, каждый из нас будет отвечать перед Всевышним, что он сделал для того, чтобы был мир на земле. Ведь Всевышний нас создал для того, чтобы мы творили добро.